Я прекрасно понимаю, что меня ждет, и это та мечта, которая казалась абсолютно недостижимой, как минимум в силу моих страхов. Но 30 июля произошла ужаснейшая трагедия на Броуд-Пике с участием известного альпиниста Нильса. И в этот день в моей голове все перевернулось. Просто вся моя жизнь, мне кажется, перевернулась. И все мои цели, мечты, планы показались мне настолько незначимыми для меня. Все они перешли с какого-то первого плана на второй, третий, десятый, и появилась одна мечта. Настолько сильно меня тронула эта история. Я посмотрела, естественно, его фильм «14 причин». Настолько сильно я этим прониклась. И я вот реально на физическом уровне я почувствовала, что значит горы зовут. Почему именно эта гора? Почему именно Монблан? Я даже не знаю, как объяснить. Первое, что мне пришло в голову, какая гора для меня достижима, какую гору я могу ставить как цель, мне сразу пришло Монблан. Возможно, потому что это высшая точка в Европе, да, и я так как живу в Европе, для меня это уже ощутимо как будто достижимая цель, да. Плюс я не хочу ставить цели по типу Эверест там, или какие-то еще восьмитысячники, потому что я понимаю, что я сейчас даже к Монблану не готова. А такие очень большие цели ставить для меня это чревато выгоранием, как будто. Точнее, не то чтобы выгоранием, я боюсь, что у меня какая-то просто сильная гиперфиксация, и что из-за того, что я в какой-то момент усомнюсь в своих силах или побоюсь просто взбираться, да, на такие большие горы, я просто закину всю эту идею. Почему-то у себя в голове я увидела конкретно эту гору. Причем есть много гор в Альпах, которые тоже очень интересные и, возможно, где-то тяжелее, где-то проще, где-то красивее. Если мы даже берем Матерхорн, это тоже очень красивая гора, но я понимаю, что я чувствую вот именно, понимаете, вот душевный зов такой вот, да, именно к Монблану. Почему-то я очень хочу именно на эту гору. У меня есть четкая уверенность, что я могу туда подняться, что я могу это в себе как-то вот преодолеть, как минимум, мой сильный страх высоты. Вот, как будто я могу все это пережить, как будто я могу к этой горе подготовиться. Вот я в себе очень сильно уверена. То есть я понимаю, на что просто я иду. Естественно, после того, как я решила, что я хочу это сделать, я что решила сделать? Все посмотреть, изучить весь вопрос. Допустим, что я для себя узнала? Во-первых, естественно, высоту самой горы. Я понимаю, что над 3000, когда ты переходишь порог в 3000 над уровнем моря, начинается горная болезнь. Второй момент, я узнала, что есть там зона, где такой достаточно активный камнепад. Не знаю, насколько активный, то есть там нужно понимать сезонность, вот это окно для подъема и вся эта история, да, чтобы понимать, когда наиболее безопасно подниматься. Но я видела видео, где очень активно падают камни, и, собственно говоря, это немножко стрёмно, да. Там умирает какое-то количество людей, но меня это что-то не особо пугает пока что, поэтому ладно. Я пока что вот на 100% не могу сказать, что да, я это 100% сделаю. И у меня есть вот как бы моя сильная особенность. Это то, что у меня есть страх высоты и страх смерти. Мне как-то сама по себе пришла такая вот фраза в голову, что многие или все страхи измеряются тем, насколько ты готова умереть, чтобы их преодолеть. Понимаете? Вот подумайте, задумайтесь, пожалуйста. Мне это просто пришло в голову в один момент, потому что я поняла, что я не готова полететь на самолете. Летать я боюсь, потому что боюсь умереть. Я не готова вообще лететь вообще. Нет, нет, нет. Just my opinion, как бы, ребят, да. Но просто я это вижу вот так вот. То есть я готова преодолеть этот страх, я готова над ним работать, я готова делать все, чтобы у меня получилось.
но как оно будет, увидим в будущем, потому что это и дорого стоит. То есть это просто нужно собирать эти деньги, нужно, в общем, подготовиться физически, нужно все сделать для того, чтобы у меня это получилось. Я не буду идти на это просто так. Я видела людей, которые идут туда без подготовки, которые, там, первая их гора — это Говерла, вторая уже Монблан, понимаете? Я не хочу так. Я понимаю, что я так просто не хочу. Я хочу подготовиться, я хочу быть уверенной, и тогда я спокойно пройду этот путь. Тогда я спокойно поднимусь. Я себе в голове уже немножечко как бы простроила план того, что я буду делать для того, чтобы у меня все получилось, для того, чтобы как бы я справилась со своей задачей, скажем так, чтобы я добилась, достала эту цель. Первое — это, естественно, физическая подготовка. Я понимаю, что мне нужно по-любому скинуть вес, потому что чем меньше веса, тем легче подниматься. Понятное дело, я не хочу быть там какой-то супер прям вот такой вот, нет, но должна быть хорошая физическая подготовка. И лишнего веса, как такового прям сильного, да, быть не должно. Я хочу сбросить килограмм 15. Естественно, я бы хотела прокачать все как бы относительно нужные навыки для того, чтобы разбираться. То есть это, во-первых, я бы хотела выносливость какую-то хорошую, да, я бы хотела какую-то цепкость, вот это все вот это прокачать. Мне очень хочется, мне это нужно для личного успокоения. Потом мне бы хотелось пройти все анализы. Я не знаю, вообще вот все, что нужно, дать полный чекап организма, чтобы понимать вообще, как я себя чувствую, какие-то дефициты, не дефициты. Мне кажется, это тоже важно для подготовки в целом и для просто здоровья, знаете. Просто я хочу быть здоровой, сильной и готовой. Естественно, я хочу сделать какие-то саммиты на какие-то определенные горы. А какие это будут горы, я еще тоже не знаю, но по-любому опробовать разные вершины, опробовать разные высоты, какие-то акклиматизационные тоже, и опробовать свои какие-то альпинистские навыки, да, то есть создать их, точнее, по большей степени. Потом, естественно, мне нужно будет купить все снаряжение. В процессе ты будешь покупать, если ты будешь идти на какие-то высоты, точнее, когда я буду идти на какие-то высоты, в процессе, естественно, будет покупаться какое-то снаряжение, какая-то одежда, в общем, все, что нужно будет покупаться. Вот, но определенные, там нужно будет покупать типа кошки, нужно будет покупать специальные ботинки для этого, ну, в общем, куртки, все вот это вот нужно будет приобретать уже именно ближе к Монблану. Как я уже и говорила, естественно, хочется пройти акклиматизацию, то есть попробовать вообще в целом вершины и 4000, вообще понять, что это такое, понять, как я себя чувствую на таких высотах. Ну, уже, собственно говоря, перед самим Монбланом там уже, когда я пойду в саму экспедицию, там в любом случае будут акклиматизационные подъемы, в целом акклиматизация на определенной высоте, и все будет как бы ок. Ну и, собственно говоря, сам Монблан, да, это наша точка Б. Вот, я сейчас в точке А, Монблан точка Б. Конечно, этот план, он такой еще, такой вот образный. Естественно, будет что-то меняться, что-то дополняться, но это так, просто начертила вот так вот немножечко приблизительный план. Мало того, что эта цель появилась в достаточно тяжелый период моей жизни, тяжелый в плане, что у меня очень мало свободного времени, потому что я работаю, учусь и еще как бы веду там блог, еще стараюсь как-то собой там заниматься, ну, в общем, в какой-то загруженный период моей жизни. Так еще я понимаю, что вот с выходом этого видео я беру на себя ответственность просто, что я должна реально что-то делать, потому что мне не было легко делиться этой мечтой. Да, мне как бы было немножечко страшно. Немножечко страшно, потому что это для меня почему-то это что-то такое прям вот реально сакральное. Вообще вся эта история, все, что как ко мне пришла эта мысль, как вообще все это во мне родилось, грубо говоря, такое желание. Это что-то очень личное такое. Это реально что-то такое для меня очень глубокое, поэтому я бы хотела это проживать с вами. Я понимаю, что после того, как я все это выставлю, мне придется реально встроить эту цель в свою жизнь каким-то образом, да, то есть мне нужно найти время для тренировок, мне нужно найти силы вообще в целом на питание правильное, на изучение всех материалов, на изучение вообще всей информации, которая мне нужна, даже те же путешествия, на это нужны деньги. Это будет интересно, это будет очень интересно. Конечно, мне все равно страшно, я еще не настолько вот проработанная,
чтобы вот сказать, я ничего не боюсь, мне вообще на все пофиг. Многие говорят, что страх очень важен в горах, что страх, он тебя убережет от каких-то оплошностей, да, от каких-то вот шагов в не туда. Но я многого боюсь. Я боюсь и высоты, я боюсь и смерти, я просто боюсь не справиться. Но мне пофиг на это. Ну, типа, вот мне настолько насрать на то, что я этого боюсь. Это реально, этот страх как бы присутствует, он живет рядом со мной. Но вы помните фразу, которую я вам сказала до этого, и вот она работает тут очень сильно. Мне насрать на это. Мне насрать, что мне страшно. Я знаю, что я сделаю все, что я могу для того, чтобы эту цель достичь, пойти туда, да, чтобы прожить это все. Я понимаю, что я сделаю все, пока, собственно говоря, меня это все влечет, пока все это, в этот интерес, вот это вот какая-то вера, она движет мной, я буду идти. Я знаю это, я уверена в этом на 100%, понимаете? Большинство из нас забывают, что на протяжении всей нашей жизни мы движемся навстречу смерти, что жизнь абсурдна, что мы можем наполнить ее идеями, энтузиазмом, мы можем наполнить свою жизнь радостью. И это то, собственно говоря, почему я на это готова идти, это то, почему мне насрать. Вот, просто потому что это действительно так, достойная причина, просто, вот и все. И, естественно, я всем этим буду делиться с вами. Я буду рассказывать о том, что мне нужно, какое снаряжение, как я тренируюсь, как я питаюсь, какие маршруты есть на этот Монблан, куда я буду подниматься, собственно, видео о том, как я поднимаюсь, и все вокруг этой темы, потому что это станет сейчас очень большой частью моей жизни, и мне будет очень интересно и приятно с вами этим делиться. И я уверена, что найдутся люди, которые посмотрят эти видео и скажут: блин, я тоже хочу. Почему я вообще об этом никогда не думала? И вот меня тоже теперь горы зовут, понимаете? А что? Это может касаться не только гор, это любых каких-то сильных трансформаций. Я прожила сейчас очень сильную трансформацию, из чего родилось, грубо говоря, это желание, да. И кто-то может посмотреть, кому-то может импонировать вся моя история, и он тоже проникнется этим и поставить себе свои цели. Вот. Поэтому я буду показывать, естественно, как человек без единого восхождения, без малейшего опыта будет этого добиваться. Мне очень нравится проживать сейчас этот период. Мне очень нравится об этом говорить. Мне очень нравится жить просто даже с мыслью о том, что я могу это сделать, верить в себя и дальше проживать эту трансформацию. На сегодняшний момент просто хочется зафиксировать этот момент, зафиксировать момент появления этого желания, вот, и зафиксировать, собственно говоря, то, как я делюсь этим с вами. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Все, что вас интересует, на все отвечу. Спасибо вам большое. Всем пока.